Всем здравствуйте! В этом видео я хочу показать, как вязать вот таких милых плюшевых маленьких дракончиков. Они могут самостоятельно стоять. Игрушка выглядит вот таким образом. Показываю игрушку со всех сторон. Игрушка маленькая, небольшая, потому можно сделать брелочки. Или если убрать держатели для брелка, то будет просто как маленькая игрушка. Вот такого дракончика вы сможете связать очень быстро. У вас по времени уйдет минут 40, максимум час. Почему? Потому что здесь у дракончика нет абсолютно пришивных деталей. Ну, единственное, конечно, вот эти гребешки, они вязываются отдельно. Все остальное вязывается по ходу вязания игрушки. Вот мы вывязываем хвостик и вывязываем крылья. Начинаем вязать туловище, начинаем вязывать хвостик, вывязываем нижние лапки. Вяжем дальше туловище, вывязываем верхние ручки, ввязываем крылья, вывязываем голову и одновременно, когда вяжем голову, вывязываем вот такие симпатичные ушки. Далее делаем небольшую утяжку для глазиков, вышиваем бровки, носик и вывязываем вот такие гребешки. Так что игрушку вязать очень легко, очень просто. Такую маленькую игрушку сможет связать и новичок. В мастер-классе я буду показывать все очень подробно и медленно, для того, чтобы могли связать как новички, так и уже тех, кто давно вяжет крючком. Теперь покажу по сантиметрам. Вот игрушка 9 сантиметров. Расход пряжи на такую игрушку тоже небольшой. И вот таких малышей мы сегодня с вами будем вязать. Также у меня на канале есть много других дракончиков. Я вам сейчас их покажу. Есть мастер-классы вот такого дракончика. Вот есть такие малыши плюшевые дракончики из полухлопковой пряжи. Такие необычные цельно вязаные дракончики. Также мальчик и девочка, тоже из полухлопковой пряжи, небольшие игрушки. Плюшевый дракончик, уже немного побольше размером. И есть тоже мальчик и девочка. Это плюшевые дракончики, но они уже большие. Все мастер-классы есть у меня на канале. Я оставлю все ссылки под видео. Если вам понравились какие-то дракончики, переходите, вяжите. А в этом мастер-классе будем вязать вот таких малышей. Для дракончика я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И возьму крючок 4 миллиметра. Берем основной цвет и начинаем вязать хвостик. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В первом ряду 4 столбика. Переходим на второй ряд. Во втором ряду будем провязывать 1 столбик, оденем маркер, следующий прибавка. Так повторяем второй раз.
1 столбик, в следующий прибавка. Во втором ряду 6 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В третьем ряду 6 столбиков. Переходим на четвертый ряд. В четвертом ряду вяжем 2 столбика. 1, 2, прибавка. И так повторяем второй раз. 1 столбик, 2 и прибавка. Получается 8 столбиков. Пятый ряд. В пятом ряду провязываем эти 8 столбиков. Вяжем их так по кругу. Шестой ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. После 3 столбиков прибавка. Повторяем второй раз. 1 столбик, 2 столбик, 3 и прибавка. В конце шестого ряда 10 столбиков. Вяжем седьмой ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. После 4 столбиков прибавка. Повторяем второй раз. 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и прибавка. В конце седьмого ряда 12 столбиков. Отрезаем нить коротенькую, так как хвост мы будем вязывать. Получился вот такой хвостик. Берем дополнительную пряжу и свяжем крылья. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. 1, 2. Этот хвостик тоже будем вязывать. 3, 4, 5, 6, 7. В первом ряду получилось 7 столбиков. Крылья вяжем поворотными рядами. Воздушная петля, разворачиваем вязание и в первый же столбик провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, разворачиваем вязание и в первый же столбик провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, разворачиваем вязание, в первый же столбик провязываем столбик без накида. 1, 2, 3. Воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем 3 столбика. 1, 2,
и 3. И теперь нам нужно скруглить вот эту часть крыла. Вводим крючок под вот эти вот крайние петельки. Вот одна, вторая, третья и в самую последнюю вот воздушную петлю. Вот что у нас получается. На крючке одеты все эти петельки. Захватываем рабочую нить и протягиваем эту нить через все петельки. И протягиваем нить, оставляем ниточку коротенькую, так как мы будем это крыло ввязывать. И получилось вот такое крыло для дракончика. Второе точно такое же, вяжите самостоятельно. Теперь берем пряжу основного цвета и вяжем туловище. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В первом ряду 9 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке 1 столбик и сюда же провязываем второй столбик. И так вяжем до конца ряда. Из одного столбика вывязываем 2 столбика. Это третья прибавка, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и 9. В конце второго ряда получилось 18 столбиков. Теперь вяжем третий ряд. 1 столбик, второй столбик. Теперь будем вывязывать лапки. Сделали накид, вводим крючок в следующий столбик. У нас 3 петли на крючке. Провязали первые 2 петли. Сделали накид, вводим туда же крючок и провязываем 2 петли. Уже 3 петли, провязали 2 столбика. Теперь провязываем третий столбик с накидом, четвертый и сделали накид, провязываем 5. Вот всего у нас на крючке 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек. Провязываем 5 петелек вместе. Осталось вот 2 петельки. И теперь провязываем их. Вот мы связали нижнюю лапку. Теперь вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И вывязываем вторую лапку. Сделали накид, вводим крючок в следующий столбик без накида, провязали 2 петли, 2, 3, 4 и 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Провязываем
первые 5 петель и довязываем остальные. Вот получилась вторая лапка. Теперь вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь берем хвостик и будем вязывать хвостик. Вот одна петля, столбик с хвостиком, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали 6 столбиков и остался один столбик. Довязываем и его. Получилось 18 столбиков без изменения. Вяжем 4 ряд. В 4 ряду провязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Довязали до хвостика и будем вязывать хвостик. Если у вас получается дырочка так, как у меня, когда вот сразу присоединяем хвостик, у меня вот получается такая небольшая дырочка. Для того, чтобы ее не было, я вот ввожу крючок в тот столбик, из которого вывязала петлю, и ввожу туда, с которого на хвостик. И вот эти 3 петельки провязываю одновременно. Вот 1. И вот видите, никакой дырочки нету. По хвостику 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь тоже смотрите, или можно вот присоединить вот так один столбик, или тоже вводим крючок в хвостик, теперь в один столбик, последний, который остался, и провязываем один столбик. В конце 4 ряда 18 столбиков. Вяжем 5 ряд, 1 столбик и убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего будет таких 6 повторений. 1 столбик, убавка, столбик, убавка, столбик, убавка, столбик, убавка, столбик, убавка. В конце 5 ряда 12 столбиков. Вяжем 6 ряд. В 6 ряду без изменения провязываем 12 столбиков. Вяжем их так по кругу до маркера. Я наполнила игрушку немного наполнителем, и хвостик тоже вот заполнила, куда смогла заполнить наполнителем, а далее вот он остался пустой. Теперь вяжем 7 ряд. В 7 ряду провязываем 4 столбика. 1, 2,
3, 4 и убавка. Это один раз провязали. Повторяем снова 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и убавка. И в конце 7 ряда 10 столбиков. Переходим на 8 ряд. Провязываем 1 столбик. В 8 ряду будем вывязывать ручки. Теперь снова провязываем 1 столбик. И здесь набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь по этой цепочке провязываем столбики без накида. Во вторую воздушную петлю от крючка вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали их по туловищу. Теперь еще 1 столбик без накида. И здесь набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Во вторую воздушную петлю от крючка вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Это вторая ручка. Теперь вяжем 2 столбика. 1, 2. И в оставшихся 2 столбиков будем вязывать крылья. И берем крылья. Вводим крючок вот в верхнюю часть крыла. И провязываем столбик без накида. Эту ниточку мы вяжем вовнутрь, вложим вовнутрь вот так. Теперь берем второе крыло, тоже так вводим крючок в вершину вот так крыла и провязываем столбик без накида. Эти ниточки прячем вовнутрь, расправляем. Вот получаются такие вот крылья. И продолжаем вязать 9 ряд. Из 9 ряда начинаем вывязывать голову. Здесь из каждого столбика вывязываем по прибавке. Всего получится таких прибавок 10. Вот 1, вторая прибавка. Лапку вот так отгинаем. Третья прибавка. Четвертая. Пятая. Шестая. Снова лапку отгинаем. Седьмая. Восьмая.
9 и 10. Получилось 20 столбиков. Теперь 10 ряд провязываем 20 столбиков. Вяжем их так до маркера. 11 ряд. В 11 ряду тоже провязываем 20 столбиков. Вяжем их так до маркера. 12 ряд. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после 6 столбиков 2 убавки. Одна убавка и вторая убавка. Снова 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В конце 12 ряда 18 столбиков. В 12 ряду будут располагаться глазки, потому я этот ряд отметила маркером. Теперь вяжем 13 ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И теперь вывязываем ушко. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. 1, 2 и 3. Далее вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вывязываем второе ушко. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида 1, в следующую 2 и в третью 3. И довязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В конце 13 ряда получилось 18 столбиков. 14 ряд. Вяжем 1 столбик, следующий убавка. И так будем вязать до конца ряда. Ушко пропускаем. 1 столбик, убавка. Второй раз 1 столбик, убавка. Третий раз 1 столбик. И здесь делаем убавку. Ушко убираем вниз. Так, подхватываем эту петельку. Снова 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка. В конце 14 ряда 12 столбиков. Наполняем игрушку наполнителем и вяжем заключительный 15 ряд. В этом ряду провязываем 6 убавок. 1, 2, 3,
4. Берем наполнитель, дозаполняем. И еще довязываем 2 убавки. 5 и последняя 6-я убавка. И отрезаем ниточку. И сейчас спрячем эту дырочку. Вот берем иголку и теперь захватываем за передние стенки каждого столбика. И так доходим до того момента, откуда мы начинали. И теперь ниточку затягиваем. В центр прокалываем иголку и выводим нитку где-то вот сзади или сбоку игрушки. И все, никакой дырочки нет. Эту ниточку отрезаем. Вот я пришила глазки-бусинки, как я отмечала, в 12 ряду. И между глазками где-то столбика 3. Ниточку эту я оставила для того, чтобы вышить носик и бровки. И теперь сделаем утяжку. Глазки-бусинки 8 миллиметров. Вставляем вот иголку внизу головы, там где вы вязали, выводим в уголочке глазика с одной стороны, внизу оставляем длинную ниточку, переходим на уголочек второй этого ж глазика и выводим ниточку вот через один столбик от той, которую мы оставили. И точно так же проделываем со вторым глазиком. И теперь вот берем эти ниточки и так подтягиваем. Завязываем на узелок с одной стороны. Переходим на ниточки с другой стороны. На второй глазик делаем утяжку. Смотрим, чтобы утяжка была одинаковая на двух глазиках. Вот получилась одинаковая утяжка, и теперь можно завязать на второй узелок. И теперь эти ниточки прячем вовнутрь изделия. И вот ту ниточку, которую я пришивала глазки, я в ней вышила вот такие бровки и носик. И теперь свяжем гребень. Я беру ту пряжу, которая вязала вот крылья. И привязываю на той высоте, вот, где вам нравится. Можно выше, можно ниже. Так, присоединяю эту пряжу. И 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И здесь я предлагаю 2 варианта. Или провязывать в каждый ряд, тогда гребень будет более таким пышным и густым, или через один ряд. Вот я провязываю в каждый ряд. Вот в следующий ряд провязываю столбик без накида. Снова 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И в следующий ряд провязываю
столбик без накида. Снова 3 воздушных петли, 1, 2, 3 и столбик без накида. И так вяжем вот до кончика хвостика. 3 воздушных петли и столбик без накида. И вот получился такой гребешок. И очень миленький дракончик готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!